Здорово, неустановленные! Сейчас вы могли подумать, что будет зимний свежайший февральский ТХ, но нет, сегодня у нас задача немножко другая, а именно... Итак, находимся мы сейчас в историческом районе Стеклянный городок, а именно под путепроводом железной дороги, идущей к Виленскому мосту, по которому мы когда-то с вами уже проезжали. Территория, о которой сегодня пойдет речь, с конца 18 века называлась Стеклянным городком из-за перенесенного сюда из пригорода стекольного завода. После смерти хозяина завода, Потемкина, правившая тогда Екатерина II, подарившая ему этот завод, выкупила его обратно. И это был далеко не единственный случай, когда государство купило само у себя собственное имущество, на время переданное в эксплуатацию частному лицу. Таким образом, завод и окружающая его земля стали казенными. И небольшое отступление. Зацените, как раньше проходил обводный канал во время своего строительства и впадал в Лиговский. Это невероятно! Только после завершения строительства обводного Лиговский стал проходить по акведуку, так как обводный был намного ниже его. И как из одной речки, из-за обводного канала, появились две – Волковка и Монастырка. Ну а в наше время Лиговский канал стал уже Лиговским проспектом, а обводный как проходил, так и проходит до сих пор. А если хотите какое-то отдельное видео по, например, обводному или Лиговскому каналу, обязательно напишите об этом в комментариях. Когда к концу 19 века императорский стекольный завод перестал самоокупаться, было решено прекратить его самостоятельное существование в Стеклянном городке и включить в виде одного цеха в императорский фарфоровый завод. Название «Стеклянный городок» формально перестало быть актуальным, и сейчас это название практически нигде уже не встречается. Короче, есть вот такая вот прекрасная башня, на которой мы однажды с МШ неплохо так пивка попили. Так тут башни не видно. Не лезь в мою личную жизнь. А в основании этой башни есть такой уебанский магазин, в котором ценники стоят не так, как должны, но при этом цену там видно хорошо, а название «За что это?» нихуя не видно. Сама местность в то время стала весьма посещаемой из-за появления здесь нового храма во имя очередной какой-то там картинки во имя чего-то. Эти и другие причины навели власти и градостроителей на мысль о масштабном проекте по реорганизации местности. Создать на казенных землях бывшего Стеклянного городка новый благоустроенный район – Царский городок. СМИ тогда радостно прогнозировали: с 1902 года для нашей столицы наступит новая эра. Огромное пространство земли с правильно размежеванными и замощенными улицами, с садами, парками, целой сетью электрических дорог и водоснабжением присоединится в совершенно благоустроенном виде к Петербургу. Это будет чудесным подарком к 200-летию города. Звучит как что-то очень знакомое. План тогда был следующий – сделать центром Царского городка площадь с обширным парком. Сейчас это пустующая площадь Бехтерева, а тогда от площади должна была расходиться целая сеть улиц – радиальных, названные лучами, и круговых. Также в новом районе должны были разбить скверы, органично вписывающиеся в общую идеальную геометрию. Изменения коснулись бы и обводного канала, через который предполагали перебросить новые мосты для сообщения, включенные в городскую черту местности. Всего было 4 луча и 5 кругов, и они получили соответствующие названия. Однако реальной застройки Царского городка так и не произошло. Зато на старых картах Петербурга, существовавшей, правда, только в фантазиях, Царский городок, появившийся в 1902 году, существовал аж до послевоенных лет, то пропадая, то вновь появляясь, но лишь в градостроительных планах и картах. Если обозначение городка еще до прокладки его улиц можно было объяснить авансом на будущее, то ошибки позднейших картографов касаемо этой территории трудно оправдать. Сегодня единственным напоминанием о Царском городке и является та самая улица Второй Луч, что на современной карте выглядит как некий казус, похожий на многочисленные проектируемые проезды в Москве. Второй луч стался одиноким так. Первый луч был присоединен к Хрустальной улице, на которой в советское время планировалась к появлению одноименная станция метро «Хрустальная». Но из-за экономии в хрущевские времена количество станций на третьей линии было сокращено почти вдвое, поэтому перегон от площади Александра Невского до Елизаровской до сих пор считается одним из самых длинных в Питере.
Как вы могли заметить, на дореволюционных картах площадь с лучами находится в одном месте, а на современных уже немножко в другом. На современной площади Бехтерева, от которой лучи и расходятся. Но это уже немного измененный советский проект. От этого и возникает некоторая путаница. Но продолжим. Третий луч исчез в промзоне, а часть четвертого луча вошла в состав улицы профессора Качалова. С лучами вроде все понятно, а вот с кругами не получилось. Никаких следов до наших дней не сохранилось. Но в Питере, к сожалению, к старым заводам относятся так же, как и в других городах России. Их просто сносят. Есть вещи еще более старые, чем заводы или Питер. Это мое настроение и одна улица по соседству. Старопутиловский вал. Единственный в своем статусе в Питере, в отличие от Москвы. Свое название он получил в конце 19 века от Путиловской линии железной дороги, объединяющей все остальные линии Питера и подключая промышленные предприятия к общей сети железных дорог. Кстати, напишите в комментарии, интересно вам было бы посмотреть ролик про историю Путиловской железной дороги, как ее строили, что было вокруг, как есть сейчас. И возможно мы попробуем, например, с Кармой прогуляться, для вас это все поснимать. Так что жду вашей реакции в комментариях. Ну а Старопутиловский вал длиной всего чуть более полукилометра и находящийся недалеко от второго луча, как раньше, так и сейчас он служит только для проезда на окружающие нас заводы. Но как видим, осталось жить этому недолго. Элитные жилые комплексы уже вовсю подбираются даже к такой глухомане. Вот тут находится и Октябрьский электровагоноремонтный завод, на котором ковыряют различные паршивости трамвайки и метросоставы. А вот так нынче выглядит Октябрьский электровагоноремонтный завод и во что он превращается. Ну это с одной стороны. А сейчас, если мы немножко проедемся над главными путями, точнее над путями главного хода Октябрьской железной дороги, там будет одна не менее неинтересная улица. Проехав над главным ходом железной дороги, мы упираемся в Софийскую улицу, которых в нашем городе почему-то две. Первая одна из крупнейших по длине улицы в Питере, а вторая крохотная, всего 700 метров и находится в Шувалово. Зацените, какие красивые три луча отходят от Адмиралтейства. А центральный из них тоже мог бы быть Софийской улицей, между прочим. Сейчас сами видите, как по карте у Гороховой и у Софийской улицы идет одна ось, но, как говорится, не срослось. Но есть и дублер дублерных названий. В Питере существует еще и две казанских улицы. Одна в центре, как несложно догадаться, у Казанского собора, а вторая на задворках Охты в районе Ладожской. Смотрите, вот есть София, а есть Софийская улица. Фридрихсгам. Есть такой город в соседней Финляндии, и в его честь однажды назвали одну из самых коротких и в то же время неприметных улиц Питера, каких на самом деле много на Выборгской стороне Петербурга. И сейчас мы по ней и прогуляемся. Улица, по которой мы сейчас пробираемся, с середины 19 века именовалась Фридрихсгамской, вплоть до 1952 года, когда улицу переименовали в Старобельскую, в честь районного центра Луганской области, города Старобельска. Примечателен он тем, что был первым из освобожденных городов Украинской ССР во время Второй мировой и успел даже несколько дней побывать столицей Советской Украины. Находится улица в историческом районе Новая деревня, что на станции метро Черная речка. Из находящихся тут домов интерес из себя представляет только этот. Вы только посмотрите, какой прекрасный вход тут реализован. Невольно вспоминается Ярославль. Небольшая интеграция Red Bull в моем ролике. А в историческом плане район чуть более интересен. Название Новая деревня связано напрямую со старой деревней, которая находится чуть западнее.
и попросту появилась раньше. Застройка загородных на тот момент домов началась задолго, чем застройка уже двухэтажными многосемейными домами в районе, которые назвали уже новой деревней. Так вот, в прежние года тут располагался вокзал Приморской железной дороги, но не совсем такой, какой вы, возможно, ее знаете сегодня. Перенесемся в район Сестрорецка, 19 век, а точнее 1870 год. Финны закончили строительство железной дороги, связывавшую Петербург и Гельсингфорс. Так тогда назывался Хельсинки. Напомню, Финляндия в те годы была в составе Российской империи. Проходила эта дорога, как и сейчас, через Белоостров. Российское военное министерство заказало строительство ЖД-ветки у финнов для связи Сестрорецкого оружейного завода с финляндской ЖД. От станции Белоостров до Сестрорецка. Движение, по которой открылось уже через год. Вопрос же о железнодорожном пассажирском сообщении с Сестрорецком был поднят в конце 1889 года, когда создали акционерное общество Приморской Петербурго-Сестрорецкой железной дороги. 23 июля 1893 года была открыта Озерковская линия дороги, как раз от упомянутого вокзала в Новой деревне через Комендантское поле в Коломяге и до Озерков протяженностью 7 километров. Вторым участком дороги, принятым в эксплуатацию, стал Лахтинский, открытый в 1984 году. Особенностью этого отрезка дороги был возведенный через Лахтинский разлив 200-метровый свайный мост, располагавшийся параллельно Лахтинской дамбе, по которой шла сухопутная дорога. 31 октября того же года было открыто пассажирское сообщение от Лахты до Раздельной, а также движение на ветке к пароходной пристани на станции Лисий Нос. Таким образом, 26 ноября 1894 года закончилась стройка всего проекта железной дороги. Но не все было так гладко, так как дорога была частной. Предполагалось, что она в идеале будет приносить прибыль, ну или как минимум окупиться. Но спустя несколько лет работы она была скорее убыточная. Вокзал располагался в северной части тогда еще окраины города, на Новодеревенской набережной, у западной границы Салтыковского сада, на месте нынешнего дома номер 15 по Приморскому проспекту. Сразу за вокзалом линия пересекала Черную речку, а за рекой поезда шли по 3 направлениям. Первый – через Лисий Нос на Сестрорецк, второй – через Коломяги до Озерков, третий – до товарной станции Флюгов-Разъезд. После войны и революции железную дорогу, естественно, национализировали и в начале 20-х годов реконструировали. Вокзал снесли, Сестрорецкую линию объединили с заводской и подключили к финляндскому вокзалу. Поезда в Сестрорецк стали отправляться с него. А Озерковскую линию, поначалу использовавшуюся в промышленных целях, уже в послевоенное время по большей части демонтировали, а часть переделали в детскую железную дорогу, по которой мы с Кармой еще 3 года назад снимали видео, но я его так и не выпустил, а на данный момент все съемки уже потеряны. Но вернемся собственно на улицу. На этом месте, прямо у метро, возле дачи Салтыкова 1843 года постройки, например, снимали одну из сцен советского Шерлока, так как стилистически это даже немного походило на британские особняки, а если развернуться на 180 градусов, мы увидим уже весьма оригинальную советскую высотку, построенную по индивидуальному проекту в 1977 году. И именно на крыше этого дома мне в голову пришла идея снять видео «Метроруф», и я снял первый исходник для этого. Ну а если кто помнит выпуски настоящего рок-н-ролльщика, также на этой крыше я похерил себе правое многострадальное колено. И просто ногой мимо вот туда в пропасть наступает, переворачивается, вот так вот пиздался башкой в железную банку, аж на свой рюкзак и едет банку пива. И лежит. А мы по этой набережной потихоньку движемся к следующей улице. И пройдем мимо места, где предположительно Пушкина завалили. Это больнее, чем я думал! Самое странное название на сегодня. Это 2 улицы. 3-я линия первой половины и внезапно 3-я линия второй половины. Путем научного обдрачивания мозга, как мы можем догадаться, речь идет о 2 половинах, по сути одной деревни. Усадьбы Орловых-Денисовых, стоящей в центре ее, вокруг которой и образовалась деревня Коломяги. Так вот, деревня эта была поделена надвое графским прудом, питавшимся Черной речкой через озеро Долгое. Да, когда-то она дотекала и до сюда. Так и получилось, что 3-я по счету улица этой деревни так и осталась линией, но поделилась не на 0, а на 2. И теперь мы имеем улицу с самым странным названием и одними из самых дорогих домов. Просто посмотрите, насколько тут с одной стороны отличные прекрасные дома,
хоть и дорогущая. А что это тут за цифры? Это цены. Цены? Пойдемте отсюда. А с другой стороны, какая вопиющая цыганщина. И это в 2022 году. А, да, мы ведь помним еще про железную дорогу. Та самая детская железка и предшествующая ей Озерковская проходила как раз тут рядом, и ничем не обусловленный изгиб Солунской улицы в прямоугольной сетке улиц этой деревни является ничем иным, как бывшая трасса железной дороги. А все из-за небольшого холма, который не могли преодолеть паровозы тех лет, потому и появился этот изгиб. Ну а что по усадьбе? Некогда шикарная недвижка на момент нашего посещения оказалась в строительных лесах. Потому не будем тут задерживаться, а добавим немного взрывчатой исторички и сменим нашу дислокацию чуть восточнее. Улица с таким странным названием возникла в начале 18 века, и свое название, не единожды трансформирующееся, получила от вот этой церкви, которая в свою очередь появилась тут для жителей и работников деревень, окружающих свежепостроенный пороховой завод, Александровские ворота которого вы сейчас на своих экранах и видите. От самого завода уже практически ничего не осталось, кроме, собственно, этих ворот, плотины и нескольких погребов, бывших, естественно. Но завод дал еще и название целому району – Пороховые. Сама же улица, Ильинская Слобода, выглядит вот так. Проходит по частному сектору и заканчивается Лупповским пешеходным мостом, названного по реке Луппа, сейчас которая называется Лубья. Именно за Луппой и решили построить еще в петровские времена пороховой завод, снабжавший взрывчатыми веществами войну со шведами. Во время Второй мировой, например, тут выпускали снаряды для всем нам известных БМ-13, то есть «Катюш». А уже в наше время от того завода мало что осталось, а что еще хоть как-то держится, теперь именуется Охтинский химический завод, входящим в состав компании «Пластполимер». Ну а по факту просто промзона под аренду со всякими шарашкиными конторами. А летом тут очень даже приятно погулять вдоль Охты по Капсельному шоссе и до самой Ржевки, ибо таких диких мест осталось в городе очень мало. Из нового за последнее время там появился только относительно годный для нашего города частный трамвай «Чижик». Благодаря концессии добираться из этой глуши до метро стало в разы быстрее и удобнее. Метро в эти места обещают уже лет 60, но вот и ныне там. И появится оно тут очень и очень не скоро. С такими темпами строительства, как сейчас, возможно и никогда. Ну и снова вернемся к теме железных дорог. Тут тоже она когда-то была. Ириновская железная дорога, о которой сейчас нам напоминают только трамвайные пути вдоль Рябовского шоссе и пару остатков мостов. Железка эта начиналась у самых берегов Невы, где тогда воздвигли даже небольшую пристань и грузовую станцию, а вела линия на восток, вплоть до берегов Ладоги. Особенность была ее в том, что помимо того, что являлась частной, так еще и узкоколейной, при этом использовалась как для перевозки грузов, например, того же торфа, из области в центр города, так и для пассажиров с различных загородных владений из Приладожья и района современного Всеволожска. Неспешным темпом путевое развитие этой железной дороги шло до Октябрьской революции, уже после которой железную дорогу, так же как и Сестрорецкую, национализировали и стали делать с ней всякое. В 1920-м начались промышленные торфоразработки для снабжения топливом строящейся электростанции в Уткиной заводе, в историческом корпусе которой мне однажды удалось побывать. Так вот, для увеличения грузооборота и стандартизации колею перешили до нормальной ширины, то есть путь стал шире в 2 раза. А уже к концу десятилетия, в 28-м, после многочисленных преобразований и переделок, маршрут был спрямлен, подключен к финляндскому ходу, но сокращен на 16 километров и плюс-минус принял современный вид. В годы войны дорога сыграла важнейшую роль в жизнеобеспечении блокадного Ленинграда, ведь она была дорогой жизни в сухопутном понимании. Именно по ней с берегов озера завозили все необходимое в город на тогда еще старый финляндский вокзал, что можно считать центром города. А еще вспоминаю, что у меня было интересного в этих местах. Помимо того, что нас с Кармой пытались принять за закладчиков в районе Капсульного шоссе, в 2016 году тут строили Охтинский канализационный коллектор, идущий отсюда вплоть до Невы, где мы однажды с МШ и Карлом забавно полазили. Вот долбоебы! Нет, ну вот реально долбоебы, блядь! Как и все подобные забытые уголки в Питере, это место тоже окружают надвигающиеся новостройки. И такой ламповой деревушки в черте города, боюсь, осталось уже недолго.
начале 18 века в историческом районе Гавань, что на Васильевском острове, протекала небольшая речка, назовем ее Черным протоком. В 1721 году высочайшим указом было велено в ее устье построить гавань, откуда и произошло название района. Часть русла обустроили каналом, а чуть позже выкопали и бассейн для гавани, и из центра города сюда перевели галеры. Ну и стоит понимать, что тогда это была лютейшая окраина Питера, ничего здесь в принципе не было, поэтому так легко можно было тут все строить, тем более объекты промышленности. А в наше время это все легко отслеживается по ширине улиц, например, по самому Шкиперскому протоку посередине зеленая зона, бульварчик такой сделан. То есть уже как бы намек есть такой, а Шкиперский сад был, собственно, самой гаванью. Век спустя, из-за обилия находившихся вокруг галерной гавани командиров судов, канал и улицу назвали Шкиперским. И спустя еще один век, к 1920 году, проток был уже окончательно засыпан, и о его существовании напоминает только название улицы – Шкиперский проток. К настоящему времени улицу несколько раз продлевали, и сейчас вокруг находятся либо сталинские районы, кварталы жилых массивов, либо разрушающаяся промзона. Но несколько интересных мест тут все-таки есть. Самым примечательным, пожалуй, будет мемориальный комплекс в виде подводной лодки Д-2. Советская дизель-электрическая подводка времен Второй мировой сейчас является музеем. Также поблизости площади Морской Славы находился петербургский Ленэкспо, который на момент съемок видео еще был тут, а пока я это монтировал, его уже снесли. Двигаемся дальше и проходим мимо научно-исследовательского института радиоаппаратуры. А вот это вот здание, здесь за забором находится Всероссийский институт радиоаппаратуры, в который мы однажды пытались залезть также с МШ и Карлом. Правда, тогда это здание было даже не таким, хотя бы отремонтированным, а еще более ушатанным. Ну, залезли мы тогда, что-то походили по территории, нас облаяли собаки, и мы успешно ретировались оттуда. И пройдя еще чуть дальше, мы подходим к единственному остатку Шкиперского канала. И попытавшись пройти по отличной наледи на набережной этого канала, и пожелав посетить музей в одном из кроншпицев, играющим роль своеобразных ворот канала, мы были вежливо отправлены в обратный путь вышедшим МЧСовцам со спецоперационной формулировкой отказа. Пройдя в обратную сторону и проскользив мимо одного сытного в плане радиации места, произведя на их забор процедуру дезактивации путем мочеиспускания и насмотревшись контрастнейших видов ебеней этих исторических мест, ну, так же, как и у истории про Шкиперский проток, есть в нашем городе еще две подобные улицы, напрямую связанные с водными артериями. Совсем небольшого упоминания заслуживает и еще одна улица, которая прямо говорит нам о своем прошлом – Межевой канал. Улица в первом районе торгового порта Питера появилась, а точнее появился все-таки канал в конце 19 века с целью осушения окружающей территории. Потому и получил свое название Межевой, так как разделял Гутуевский остров на две части. Канал проходил весьма хитро выдрочено из Екатеринговки и в ныне тоже засыпанную Ольховку. А в советские годы, благодаря сохраненной ширине улицы между зданиями, тут катались даже трамваи. На этом моменте, пожалуй, перенесемся на еще один похожий топоним нашего города, но уже ближе к центру. И еще один канал на сегодня, а точнее улица Веденский канал. Когда-то был здесь, впадал в обводный, вот у Витебской железной дороги. В далеком 1807 году, в месте, где сейчас находится сквер у Витебского вокзала, раньше располагался Веденский собор, демонтированный в 1933, как и многие другие. Те же года. Тут, когда началось строительство собора, началось и выкапывание канала, который брал свое начало в уже построенном обводном
и заканчивался в Фонтанке, у здания Центральной ТЭЦ, в народе называемой Мертвым слоником, из-за своеобразного расположения 4 труб. Канал использовался как для небольшого судоходства, так и для водозабора, а позже и сточного коллектора. Через 30 лет тут появится первая в России железная дорога, и канал назовут Витебским. Через канал было переброшено 3 моста: Егерский на Обводном, Веденский по Загородному проспекту и Александровский по набережной Фонтанке. Но уже в 60-х прошлого века канал начали засыпать, потому что представлял он из себя просто грязевую канаву, изрядно воняющую на всю окружающую территорию. И к 1971 году от него не осталось и следа, кроме названия улицы и старых фотографий. В жизни иногда так получается, что ситуация и жизненная, и вообще мысли у тебя заходят в тупик. В Питере есть даже это. Единственный в городе Митрофаневский тупик. Единственный тупик, кроме развития моего канала, в нашем городе появился так. В далекие времена, когда район Московских и Нарских ворот еще были далекой окраиной, либо их не было еще вовсе, между ними появилось кладбище Митрофаневское. После появились железные дороги Варшавская и Балтийская, а уже благодаря им появилась промзона с многочисленными мелкими проездами и переулками. Один из них и назвали Митрофаневским, так как наличие кладбища, существующего до сих пор, давало название всем дорогам поблизости, но тупиком в нашем городе стал только один. Пролегает он на целых 400 метров от Митрофаневского шоссе, от Балтийской железки, вглубь сумрачной промзоны бывшего Варшавского вокзала, где сейчас все застраивают желунами. Было бы забавно, если бы тут сделали, как в Китае, чтобы путепровод проходил просто сквозь дом. Это было бы вообще прям эпик кринж. Проложили дорогу, где раньше проходила соединительная ветвь между этими грузовыми дворами. После ликвидации Варшавской ЖД ветвь переделали в проезд. Коротко о том, как гениально застраивают кварталы. Вот здесь просто идет прямая линия от бывшей Варшавской железной дороги. В перспективе Варшавской улицы могла бы быть прямая прям дорога до юга города и из самого центра. Там от Адмиралтейства. Вон даже видно, видите, как ровненько туда далеко уходит. Камера, конечно, не передает. А здесь, оп. Но была тут и еще более любопытная соединительная ветвь между Варшавским грузовым двором и Бадаевскими складами. Пересекая Московский проспект, где тогда уже ходили трамваи, было дело в 1930-м. По несчастной случайности, на этом самом пересечении утром 1 декабря последний вагон грузового состава, двигающегося со станции Бадаевская, двигаясь задним ходом, он наехал на трамвайный вагон, двигающийся по Московскому проспекту. Трамвайный вагон попал под грузовой, и в результате этого погибло 28 человек, и еще 19 были тяжело ранены. После этого события этот переезд ликвидировали, и по сей день железная дорога резко обрывается, правда уже на задворках зданий, построенных позже. Ну а со стороны Варшавской все уже снесено и застроено. Планировалось изначально у меня более подробное видео про эти места, но меня уже так заебало его делать, что вы его видите таким, какое оно есть. Но держите у себя в голове, что оно могло быть более интересным и подробным. Ну а на этом все. Напишите в комментарии, знали ли вы про такие улицы. А также спасибо за просмотр и пока-пока.